Мой жизненный путь сегодня. В данном гадании вы узнаете, на каком этапе жизненного пути вы сейчас находитесь, к чему это может привести, а также получите совет от высших сил. Гадание будет на 6 позиций, можно выбрать несколько, поэтому приготовьтесь, концентрируйтесь, никуда не спешите, расслабьтесь и выберите те карты, к которым притянется ваш взгляд. И это у нас первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая позиция, пятая позиция и шестая позиция. Главное в этом деле не спешить. Если сильно переживаете, можете поставить видео на паузу. Я надеюсь, вы сделали выбор своей позиции, и давайте начнем с первой позиции. Что же они нам говорят? На данном этапе в вашем жизненном пути достаточно много агрессии. Слишком много людей, либо обстоятельств, которые сделали вам больно и неприятно, и которые продолжают это делать. Естественно, вам очень сильно хочется восстановить эту справедливость, и чтобы эти люди получили сполна. Но сразу же следующая карта говорит, что это противоречит вашему внутреннему выбору. По своей сути вы совершенно другой человек. Даже больше скажу, в прошлой жизни вы были практически святым. Все, кто выбрал первую позицию, это люди, которые в прошлом служили Богу, были в монастырях и посвятили себя полностью духовному пути. В этой же жизни им выпала непростая судьба, как испытание, как подтверждение того, чтобы перейти уже на следующий этап. Помощи Вселенной, помощи Богу. Можете называть это хранителями рода, можете называть ангелами. В любом случае, сейчас идет борьба за вашу душу. И данная карта говорит о том, что если вы продолжите мыслить в таком же русле, то ничем хорошим для вашей души это не закончится. А высшие силы советуют вам доверить это все Богу, высшим силам и Вселенной. Она все расставит на свои места. Здесь идет воинственная планета Марс. Все люди, которые стали на вашем пути, все, которые сделали вам больно, никто не уйдет. Все получат кармические уроки и кармические развязки, которые они заслужили. Поэтому отпускайте ситуацию, возвращайтесь своим сознанием туда, где вам хорошо, и выходите из этих плохих состояний. И вторая позиция, давайте посмотрим, вторая позиция. Данная карта говорит о том, что вы сейчас как вода, как зеркало. Вы отображаете в себе то, что происходит во внешнем мире. Хотите вы того или не хотите, вы периодически всматриваетесь в какие-то политические действия. Что-то кому-то пытаетесь как-то донести, доказать. Много собираете информации, которую транслируют из разных источников. И следующая карта говорит о том, что если вы будете продолжать в таком духе, то вы потеряете, знаете, ту ниточку здравомыслия. То есть вас полностью возьмут в оборот, затуманят вам сознание, и вам очень сложно будет принимать правильные, особенно жизненно правильные решения для того, чтобы жить, как вы хотите, и, скажем так, для счастливой вашей жизни, для того, чтобы радоваться, учиться новому и развиваться. То есть теперешняя ситуация тянет вас, знаете, в такой момент стагнации. Да, конечно, оно может быть и весело, и приятно, то, что будет, но в результате оно причинит вам, можно так сказать, духовную боль и только физическую радость. А высшие силы советуют вам доверять только своим снам и тем предкам, которые к вам будут приходить во снах и рассказывать вам, что, как и почему. А также доверять своей интуиции, но никак не тем людям и не тем новостям, которые вам приходят. И давайте посмотрим третью позицию. Третья позиция. Очень интересная позиция. Знаете, сейчас вы находитесь в таком отречении от мира. У вас есть свои убеждения, вы никого не слушаете. Вы знаете, такое колоссальное вместилище мудрости и знаний. К вам часто приходят за советом. Возможно, вы даже практикующий таролог, либо ясновидящий. Это человек, вера которого просто непоколебима. Можно сказать, вы идете правильным путем. По данным картам есть только одна опасность. Вот эта слепая вера в то, что вы верите, знаете, и когда вы абсолютно не подвергаете никакой критике каких-то своих действий, может привести вас не совсем на тот путь, по которому вы хотите идти. Поэтому данная карта говорит: будьте осторожны в своих желаниях, помните, что в этой жизни вы человек. Человеку свойственно ошибаться и признавать свои ошибки. Меньше старайтесь манипулировать теми людьми, которые вокруг вас, и предлагать им помощь только в том случае, если они у вас ее
ее попросит. Также хочу вас обрадовать, что к вам присматриваются какие-то новые силы. Я бы сказал, это силы природы. Они к вам только присматриваются. Вы им очень сильно нравитесь. Поэтому при возможности чаще выходите на природу. Бывайте там, общайтесь с деревьями, приносите какой-то корм птицам, либо другим животным. Вы должны знать, что природа вас очень сильно любит. И через природу вам будут идти новые знания и возможности в вашей силе. Зачастую я бы сказал, те, кто еще выбрали третью позицию, в принципе вы прирожденные целители. Поэтому если вы никогда этим не занимались, но чувствовали к этому призвание, никогда не поздно этим заняться. Купить какой-то травник, изучить это все, а потом помогать и себе, и людям. Давайте посмотрим. Четвертая позиция. Четвертая позиция. В данном случае я вам хочу сказать, я не знаю, случайно, не случайно, может вы чувствуете за собой какую-то вину, но вы уже поступили как-то неверно. Неверно, и данные карты говорят, что вы можете получить по заслугам. Будьте осторожны. Сложная, очень сложная позиция. Тут больше о том, что вы кому-то что-то много рассказываете. Можно так сказать, хвалитесь. Берете на себя больше, чем вы можете унести, можно так сказать. Наделяете себя теми свойствами, которых у вас либо нет, либо вы думали, что они были, а сейчас их нету. Это может касаться как и изменников, кто-то кому-то изменил, либо что-то где-то украли, либо, знаете, совершили какую-то оплошность. По данным картам расплата скоро придет, к сожалению. Выход, конечно же, есть. Это просто покаяться перед Вселенной и просто признаться себе: да, я был неправ. В идеале сделать так, чтобы вас меньше видели, наблюдали, потому что здесь говорит о том, что, знаете, это все может прийти от людей, которые вас знают, возможно, преследуют, возможно, они вам обещали, что что-то сделают плохо, поэтому будьте с этим особенно аккуратны. Поможет также, если вы придете к Богу. Как видите, христианская вера, даже чтение Библии, либо 90-й псалом. Но сейчас нужно абсолютно все откинуть и именно этим заняться, потому что по этим картам это очень-очень неприятная позиция. Но видите, выход есть, не переживайте. Вот такая вот позиция. Давайте посмотрим пятую позицию. Пятая позиция. Так. А у вас сейчас в жизни идут очень кардинальные изменения. Можно так сказать, что вы пережили что-то близкое к смерти. Знаете, вы были практически на грани. Это может быть болезнь, либо другая какая-то ситуация, либо, знаете, случайность какая-то. Это может быть психологическая трансформация, когда вы думали, что какая-то ваша внутренняя часть просто уже ушла и в принципе даже отмирает. И по данным картам этот путь ваш правильный, потому что в следующее, что идет, у вас появится внутренняя сила. У вас появится внутренняя уверенность в себе, знания, желания и, что самое главное, возможности. Потому эта ситуация, она только сделала вас сильнее, умнее и увереннее в себе. И по данной карте все, что вам советуют, это чуть-чуть больше отдыха. Иногда позволять себе выпить какое-то вино, если вы пьете. Если не пьете, что-то сладенькое себе позволять. Как-то отдыхать, хотя бы морально и духовно, потому что вы будете постоянно натянуты как струна, и это может повлиять на ваше здоровье. Поэтому Вселенная просит вас, не забывайте об отдыхе. А так, в принципе, в целом вы идете очень правильно, истинно смотрите на вещи, и вас очень сложно сбить с толку. Очень неплохая позиция. И давайте посмотрим шестую и последнюю позицию. Так, очень интересно, очень интересно. Вы знаете, тут говорится о каком-то человеке знания. Вот тут уже, знаете, ведьмы, тут уже колдуны, тут и психологи, тут и демонологи. Все, кто выбрал эту позицию, силы прям к вам настолько присматриваются, что вы уже практически стали их родным. А вот, возможно, вы начинающий, возможно, вы хотите перейти на следующий этап. А вот, и данная карта говорит о том, что если вы так будете идти, тут карта Бога у нас идет, это практически продажа души. Поэтому будьте аккуратны. Те, кто сейчас идут по этому пути, внимательны. Душу лучше не продавать. Это не обязательно, хотя если вы идете по темному пути и тут у нас идет карта подклада, то тут уже, конечно, этого, если вы этого действительно хотите, этого не избежать. Я не скажу, что это страшная позиция, что самое интересное, это позиция шестая, видите, такая еще и цифра 6 выпала, вот, поэтому если
вы случайно попали на эту позицию, и у вас вообще это в жизни не происходит, вам просто намекают на то, что у вас есть какие-то определенные таланты, но не обязательно этими талантами пользоваться. Сейчас у вас идет такой, знаете, этап завлечения, улучшения. На этом этапе у вас будет все очень классно получаться, вы будете чувствовать внутреннюю силу, знаете, какие-то восходящие потоки. Потом это все будет немножко приглушаться, становиться, знаете, хуже, чуть-чуть хуже, для того, чтобы пойти дальше и пройти, допустим, посвящение. Да, там есть 3 посвящения минимум. Вот уже на этом посвящении, на одном из них, вы можете потерять себя и свою душу, потому что карта подклада это говорит о тех практиках, которые занимаются неприятными делами для других людей. Вот, приятными для одних и неприятными для других. Вот, как-то так. В принципе, позиция неплохая, если смотрит практики, и он выбрал для себя такой путь. Ни в коем случае я не осуждаю, но вы должны знать, что самое ценное, что у вас есть, это вы и ваша душа. Она бесценна, ваших перерождений много, и насколько вы заключите контракт, только вам будет известно, и то не сразу. Поэтому будьте бдительны, будьте осторожны, и вы и сами можете прекрасно справиться. В целом расклады были достаточно неплохими. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Пишите свои комментарии, я буду им очень рад. Кто хочет, записывайтесь на личные гадания, ссылок очень много. А с вами был Владимир. Добра вам, любви, сил и удачи. Быть добру, дорогие друзья!